Стая шла по следу этого оленя уже 5 часов, и волки очень устали. Черный рассчитывал срезать путь через этот лес и сделать свой знаменитый прыжок. Вожак знал свое дело очень хорошо. И тут Серый совершил ошибку. Фатальную. Он сошел с тропы и мгновенно щелкнул капкан. Серый взвизгнул от боли и дернулся. Но проклятое изобретение людей держало насмерть, не отпуская свою добычу. «Ты сам виноват», — сказал Черный, посмотрев на капкан. «Мы не можем остаться возле тебя, а значит, мы продолжим погоню, а ты останешься». Его волчица ждала волчат. Она подошла к Серому и легла рядом. Но Черный оскалил свои страшные клыки и прогнал ее. Серый был не в обиде. Он все отлично понимал. Сам виноват и все такое прочее. Значит, он должен остаться и умереть тут, а стая должна жить. Они продолжат гон, и вскоре его волчица будет лакомиться свежей олениной. Он посмотрел на нее в последний раз и кивнул. Стая умчалась, и он остался один на один с приближающейся неумолимой смертью и этим лесом. А лес. Весенний лес был прекрасен. Пели птички. Изумрудная зелень везде и солнце слепило. Серый закрыл глаза, а когда открыл, то резко вздрогнул, и это отозвалось болью в лапе, застрявшей в капкане. Перед ним стоял высокий седой человек и рядом странное существо. Маленькое, черно-коричневое. 4 коротких лапки, задорно торчащий вверх короткий хвостик и 2 свисающих вниз уха лопуха. Существо, судя по всему, не боялось его, потому что приветливо болтало хвостом. «Человек и собака», — подумал Серый, и шерсть на его загривке встала дыбом. Вот и смерть пришла. Он попытался оскалиться, но получилось довольно жалко, будто он улыбнулся и извинился за что-то. «Ах ты, Господи!» — сказал человек. «Вот ведь несчастье какое! Терпеть не могу этих охотников. Правда, тяпа». И тут маленькое смешное существо гавкнуло, да не как-нибудь, а таким басом, что у Серого вся шерсть поднялась, как у ежика. «Ты вот что», — сказал человек. «Я сейчас подойду поближе и помогу тебе, но мне придется набросить на твою голову куртку. Ты не против?» И он вытащил из-за пояса большой нож. Серому было все равно, как умирать. И чтобы не видеть, как его убьют, он закрыл глаза. Ну и славно, по-своему расценил это человек. Он набросил куртку и разжал зубы капкана ножом. Потом достал лапу Серого и тяжело вздохнул. «Сломано», — сказал он, обращаясь к Тяпе, и та опять гавкнула басом в ответ. Когда Серый раскрыл глаза, все вокруг качалось. Он с изумлением выяснил, что высокий человек перебинтовал его лапу и несет его куда-то. «Ничего, ничего, все будет в порядке», — уговаривал его человек. Тяпа бежала рядом и помахивала хвостом. Горло человека было совсем рядом с пастью Серого. «Нет», — подумал он, — «так нельзя, ведь он спас меня от этого капкана». И Серый закрыл глаза. Волки, они существа благородные и не совершают позорных поступков. Дома человек положил его в большую собачью будку и опять перебинтовал лапу. «Ты ведь не обижаешься, Тяпа, что мы заняли твой домик?» Тяпа, понимающе гавкнула в ответ басом и замахала приветливо хвостиком. Волк явно интересовал ее, и она уселась неподалеку, наблюдая за новым жильцом. Мужчина принес ему еды и воды, а потом позвонил знакомому ветврачу. Они с Тяпой жили в небольшом поселке возле города, и лес подходил прямо к калитке дома. Все остальные жили несколько подальше. Приехавший врач наотрез отказался подходить к волку. Он привез все необходимое и давал ценные указания издалека, а мужчина проделал все сам. Расплатившись с врачом, он погладил Серого и сказал: «Ай, молодца, героем держался. Ну, ничего, сейчас быстро пойдешь на поправку». И Тяпа согласно помахала хвостом и гавкнула басом. Потом подвинулась поближе к Серому. Серый поел, попил и уснул. И ему снилось, как они гонят оленя и как его волчица прижимается к нему. Когда он открыл глаза, то выяснилось, что это была не его волчица, а странная такса по имени Тяпа. Она лежала на его раненой лапе и облизывала его нос.
Серый попытался злобно оскалиться и поднять загривок, но вместо этого у него получилась какая-то жалкая усмешка, и Тяпа, ободряюще гавкнув басом на пол леса, замахала хвостиком. Серый вздохнул и опять закрыл глаза. Через 10 дней он уже пробовал вставать и ходить, но беспокойная Тяпа лаяла на него и пыталась своей головой толкнуть, чтобы тот лег. Серый огрызался, а мужчина, стоя на пороге своего домика, смотрел на них и улыбался. «Никуда тебе теперь от Тяпы не деться», — говорил он. «Она у нас заботливая мамочка, так что лучше всего слушайся. Она точно знает, когда можно встать». Серый посмотрел на мужчину и подумал, не все люди плохие. Посмотрев на Тяпу, он подумал, на один зуб обед, а туда же, командует. Но почему-то лег на место, и Тяпа радостно залаяла басом. На хорошем питании и лекарствах выздоровление шло быстро. Серый уже давно не удивлялся тому, что этот человек, вместо того, чтобы убить, спас его. Он просто был особенным, как, впрочем, и его такса со странным именем Тяпа. Они были что-то вроде волков, так решил Серый. Просто выглядели иначе, а значит, не могли совершить ничего позорного, и, значит, они были теперь его стаей, а раз они стая, то можно есть и играть. Чем они теперь и занимались с Тяпой. Серый хромал то от нее, то за ней. А она заливалась радостным лаем, носилась, как сумасшедшая, по двору и хватала волка легонечко за задние лапы. Спали они теперь вместе. Тяпа прижималась к своему волку и, просыпаясь ночью, облизывала, а тому казалось, что это пришла его волчица. Но настало время, когда Серый поправился абсолютно. Пора было расставаться. Мужчина открыл и так никогда не закрывавшуюся калитку и сказал: «Иди, друг, ты совершенно здоров». Тяпа жалобно заскулила. Она бросилась к волку и попыталась удержать того, и тогда мужчина взял ее на руки и прижал к себе. «Ты пойми, странная собака», — сказал он. «Он не может у нас жить. Ему на волю надо, в свою стаю. Может, если он захочет, то будет навещать нас». И еще крепче прижав к себе вырывающуюся собаку, мужчина кивнул ободряюще Серому. Серый посмотрел на них в последний раз и исчез в высоком и густом кустарнике. Весь день Тяпа плакала, а всю ночь сидела возле калитки и ждала. Так она прождала около месяца. И дождалась. Калитка открылась, и там стоял Серый. «Ты смотри», — удивился вышедший на радостный лай Тяпы мужчина. «Вернулся. Ну, проходи, проходи, раз пришел». Но Серый стоял возле калитки и мялся. А когда мужчина подошел поближе, то за спиной Серого он увидел волчицу. Та стояла и смотрела на все происходящее непонимающе и испуганно. Она была беременна, и явно скоро должны были начаться роды. Тяпа была счастлива. Волчицу поместили в будке Тяпы, а Серый и Тяпа не отходили от волчицы, которая быстро поняла, что ей здесь не угрожает опасность и что это и есть правильная стая. Именно так, как и рассказывал ей ее Серый. Роды принял мужчина под присмотром знакомого ветврача, который категорически отказался подойти, а командовал всем происходящим с небольшого расстояния. Потом они с врачом ушли в дом отметить, а волчица облизывала своих 5 деток. Тяпа прыгала тут же, заливалась радостным лаем и все норовила всунуть свою морду и лизнуть всех. И маму-волчицу, и ее волчат. Волчица отпихивала ее своей большой мордой и оскаливала клыки, но Тяпа упорно лезла вперед. И волчица, обреченно вздохнув, разрешила ей лечь рядом. Так прошло несколько месяцев, и все вроде шло к тому, что подросшие волчата вскоре со своими родителями уйдут в лес. Это очень волновало Тяпу, которая, судя по всему, считала волчат своими детьми, и те бегали за собачкой по двору и хватали ее за задние лапы. Но этой ночью Серый проснулся от острого ощущения опасности, и его загривок ощетинился, как ежик. Глаза Серого блеснули злобой, и он вышел за калитку. Стая. Они пришли за ним и его волчицей. Впереди стоял черный, большой и сильный волк, вожак, и глаза его светились, как 2 уголька из сада. Казалось,
Сама смерть была в этих глазах. «Там человек и собака», — сказал Черный. «Отойди в сторону. Мы с ними разберемся, и тогда ты сможешь вернуться». Серый наклонил голову немного вниз и оскалил клыки. Он злобно захрипел. «Нет, я не отойду. Это моя стая». «Вот как», — ответил Черный. «А не твоя стая, а не мы. Тогда смерть». И тут из калитки вышла волчица Серого. Она была правильная волчица и знала, что ее дело — прикрывать шею своего волка. Она опустила голову и, оскалившись, закрыла собой Серого. Луна осветила начавшийся ад. Утром человек нашел Серого и волчицу лежащими на земле, а вокруг 4 больших волков, один из которых был черным. Тяпа была безутешна. Она бросалась к Серому и его волчице, ложилась на них и лизала их морды. Она кричала и плакала. Похоронил мужчина Серого и его волчицу неподалеку, на пригорке под деревом. А Тяпа лежала рядом и горестно выла. «Ты вот что», — сказал мужчина, вытерев слезы и высморкавшись. «Вот что, Тяпочка, они нас с тобой спасли, не пропустив стаю. А значит, нет у нас права расслабляться». «Ты что?» — спросил он строго. «Забыла, что там нас 5 волчат ждут». И Тяпа прекратила выть. Она посмотрела на своего человека, и в ее глазах засветилась надежда и радость. Вскочив, она бросилась к дому. Волчата окружили человека и таксу. Малыши заглядывали в лицо человеку, и в их глазах был вопрос. «Ну, в общем, так», — сказал мужчина. «Теперь я ваш папа, а вот она». И он показал на Тяпу, она ваша мама. И Тяпа залаяла басом и замахала своим хвостиком, после чего стала облизывать своих волчат. Она учила их ориентироваться в лесу и охотиться. Они ее обожали и слушались беспрекословно. Служащие из общества охраны природы приехали приблизительно через год. Кто-то все-таки настучал. Они стояли и смотрели, широко раскрыв глаза от изумления. Посреди двора стояло 5 огромных серых волков. Они закрывали собой маленькую таксу, которая отчаянно лаяла лютым басом. Мужчина вышел и, увидев людей, все сразу понял. «А ну-ка, ребята», — сказал он волкам, разошлись. «Ну, ей-богу, что это вы тут устроили?» Он разогнал их полотенцем в руке, и те спокойно разошлись, стараясь оставить позади себя свою маму таксу. «Проходите в дом», — сказал он служащим, — «надо поговорить». Самый главный из них наблюдал за происходящим с изумлением. «Ну, я вам скажу», — сказал он и развел руками. «Но это, знаете, это же нет. Я действительно первый раз в жизни вижу такое. Я просто не знаю, что сказать». «А вы и не говорите ничего», — согласился мужчина. «Пройдем в дом, посидим, и я вам все расскажу». Через час, отведав свежего жаркого и высушив литровую бутылку отличного самогона на травках, служащие явно расслабились, а мужчина подошел к завершению своего рассказа. «И что вы прикажете нам делать?» — поинтересовался начальник. «Мы же должны реагировать. Так они в лес уже должны уйти», — успокоил их мужчина, «а в зоопарке они не выживут. Понимаете? Даю вам неделю», — согласился начальник, пораженный всем услышанным, «чтобы через неделю они жили в лесу. А мы, получается, их здесь не увидели». Расставание превратилось в трагедию. Тяпа рыдала, выла, из ее прекрасных глаз текли слезы. Она прыгала и все норовила лизнуть своих сыночков в нос, а те отвечали ей и обещали приходить домой из леса. Так оно и случилось. Они очень часто приходили, а мужчина нарастил забор до 2 метров, чтобы соседи ничего не видели, и волчья мамочка Тяпа радостно носилась по двору, ведь ее детки пришли. А еще через полгода они привели своих волчиц, чтобы маму с ними познакомить. Так что вскоре их двор наполнился маленькими волчатами, и Тяпа носилась по двору, а за ней бегали маленькие волчата и хватали ее за задние лапки. Как? Вы спросите меня, дамы и господа, как удалось мужчине скрыть все это от соседей? А очень просто. Он высадил от своего двора до леса, а было там 10 метров, высокий и быстро растущий кустарник.
Так что волки приходили и уходили незамеченными. Придя домой, они не выли на луну, позволяя себе это только в лесу, куда с ними частенько убегала заботливая мамочка Тяпа. Потом они провожали ее домой. А где? Вы спросите меня, где окончание рассказа или хотя бы смысл? А нет, ни того, ни другого. Они все так там и живут. Волки. Их мама такса Тяпа. И высокий мужчина. Ведь они все одна стая. А как?